Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Разница между бойфрендом и другом так очевидна. Девятое место. Чонгук, прием, прием. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Фанаты думают, что Тэхён эксплуатирует Чонгука?» Что на самом деле происходит? Эксплуатация или обожание? Вигу снова в центре скандала. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Вспомним слова Чонгука. «Если Тэхён рядом со мной, я счастлив, где бы мы ни были». Седьмое место. Мне нравится, когда Тэхён держит под руку Чонгука. Шестое место. Поведение пары. Тот факт, что он целует пальчики Тэхёна. Тэхён знает, как сделать так, чтобы мы коллективно сходили с ума. И мы тебе очень благодарны. Пятое место. Как Чонгук смотрел на Тэхёна через экран телефона. Четвертое место. Забота. Обожаю то, какой же Чонгук бойфренд.
Третье место. Новости. Тэхён вновь позаботился о том, чтобы его мужчина вкусно поел, и для их свидания выбрал атмосферный итальянский ресторан «Тарысы». Это проект Major Food Group, основанного Ричем Терези, Марио Карбоне и Джеффом Залазником. Ресторан открылся в декабре 2022 года и быстро завоевал признание критиков и гурманов. Ресторан сочетает итальяно-американские традиции с влиянием мультикультурного кулинарного ландшафта Нью-Йорка. Шеф-повар Рич Терези переосмысливает классические блюда, добавляя современные техники и неожиданные сочетания. В меню присутствуют элементы кухонь Китая, Вьетнама и Ямайки, что отражает тему иммиграции в Нижнем Манхэттене. Ресторан отличается элегантной и теплой атмосферой. В интерьере сочетаются кирпичные стены, современная мебель и мягкое освещение. Пространство включает бар, обеденные залы и открытую кухню, которая позволяет гостям наблюдать за процессом приготовления блюд. В обеденном зале установлены круглые столики с белыми скатертями и кабинки в стиле середины века. В 2023 году Тарысы получил звезду Мишлен. Ресторан вошел в список 50 лучших ресторанов США по версии The New York Times в 2023 году, а в 2024 году занял 10-е место в списке лучших ресторанов Нью-Йорка по версии того же издания. Сижу и думаю, как пережить всю эту милоту, и не нахожу нужных решений. Тэхён рассказал: «Рад, что на моей первой фан-встрече, когда я был еще никому не известен, присутствовало 25 человек. Я хочу оправдать ожидания фанатов». Тэхён откровенно рассказал о своем детстве и о том, почему он стал последним участником дебютной группы, о котором стало известно. 29 числа Тэхён появился на YouTube-канале Fairy Jaehyang и принял участие в трогательной беседе. В этот день Тэхён приготовил подарки, начиная от домашнего кимчи своей бабушки из Геочана и заканчивая крабом, маринованным в соевом соусе, от своей тети из Геоджа. Когда Тэхён вручил подарки Чон Джи Хёну, сказав: «Моя семья очень щедра», Чон Джи Хён выразил свою радость, разразившись своим фирменным смехом и воскликнув: «Это лучшее! Потрясающе!» Что касается причины, по которой он решил стать певцом, Ви сказал: «В детстве мне нравилось, когда взрослые говорили, что я красивый, и аплодировали, когда я танцевал собачку, поэтому я начал думать, что хочу выступать на сцене». Когда его спросили о желании стать певцом, он признался: «В Геочанге висел баннер с Кан Дон Воном, и моя бабушка указала на него и сказала: «Ты станешь кем-то вроде него». Я полностью поверил этим словам». Он добавил со смехом: «Я слышал, что сейчас на баннерах в Геочанге висит именно мое фото». Он также подробно рассказал о начале своей музыкальной карьеры. Ви объяснил: «Когда я учился в 6 классе начальной школы, я захотел воплотить свою мечту в жизнь, поэтому рассказал об этом отцу, и он сказал: «Ты должен научиться играть хотя бы на одном инструменте». Он сказал мне, что я смогу проявить свой потенциал только в том случае, если поступлю в художественную школу, поэтому я стратегически выбрал саксофон и учился играть на нем 4 года, начиная с 1-го года средней школы. Посмотри на них вместе, счастье не спрячешь. Оно живет в их взглядах, таких особенных, будто для двоих придумали свой язык любви.
Для съемок в шоу Тэхён в качестве аксессуара дополнил образ часами классического дизайна от Cartier из женской коллекции Pensa de Cartier стоимостью $36 800. Индивидуальность данной модели определяет статус своего обладателя, и часы становятся неотъемлемой составляющей образа современного человека. Инкрустация 60 бриллиантами превращает элегантные часы в изысканное украшение. Это лучший выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свой высокий статус и неординарность. Часы произведены в золотом корпусе. Высокоточный надежный кварцевый механизм не нуждается в подзаводке. Часы с водонепроницаемостью 30 метров перенесут небольшое случайное попадание воды. Циферблат закрыт прозрачным антибликовым стеклом из сапфирового хрусталя высокой прочности, благодаря чему обеспечивается максимальная защита от сколов и механических повреждений. Браслет из желтого золота с раскладывающейся золотой застежкой превосходно дополняет изысканный образ модели. Айдол всех айдолов официально вернулся. Для тизера Каран BTS Тэхён выбрал серую хлопковую футболку бренда V11 Dan с графическим принтом Teddy Bear. Бренд был основан в Сеуле дизайнерами Джессикой Юнг и Квон Дами. Марка стала популярной благодаря сочетанию люксовой моды и уличного стиля, оверсайз силуэтом, ярким графическим принтом и экспериментом с винтажной эстетикой. Стоимость футболки около $400. Его взгляды говорят сами за себя, но дураки неискоренимы. Съемки клипа «Суим» проходили в крытом 25-метровом бассейне фитнес-клуба отеля Swiss Grand Hotel Seoul. Бассейн часто используют как локацию для съемок по нескольким причинам. Во-первых, архитектура пространства выглядит очень кинематографично. У бассейна большая стеклянная крыша и панорамные окна, благодаря которым в помещение попадает много естественного света. Днем вода отражает солнечный свет, а вечером через стеклянный потолок видно небо. Такое освещение позволяет получать красивые кадры без сложного дополнительного света, поэтому площадка удобна для видеосъемок, фотосессий и рекламных роликов. Во-вторых, сам бассейн довольно просторный. Это 25-метровый крытый бассейн со свободной зоной вокруг воды. Широкие проходы и зона с лежаками дают возможность разместить камеры, операторов и оборудование. Для продакшн-команд это важно, потому что можно снимать разные планы и двигаться вокруг бассейна. Третья причина – относительная приватность. Отель расположен не в самом центре Сеула, а в районе Содемун, рядом с горой Бэкрён. Благодаря этому администрация может временно закрывать часть пространства для съемок и контролировать доступ посторонних людей. Для музыкальных клипов, интервью или контента артистов это удобнее, чем общественные бассейны. Уверен, что это было после того, как камеры выключились.
Эль Гонконг отметил оригинальность в публикации фотографий Тэхёна. Помимо закулисных кадров с новым клипом на песню «Суим», где он в морской форме на корабле, также включены множество повседневных снимков, например, селфи в танцевальной студии с повязкой на голове в спортивно-повседневном стиле, а также забавные моменты, когда он в официальном костюме надел надувного желтого утенка. Свободно переключаясь между расслабленностью и изяществом, он излучает свой уникальный личный стиль. Такие бусинки. Альтернативная версия Суим Чангука возглавила чарт iTunes в 48 странах. Чангук доказал свое глобальное влияние, заняв лидирующие позиции в чартах iTunes. Альтернативная кавер-версия Чангука песни «Суим», заглавного трека с 5-го студийного альбома «Арирэнг», возглавила чарты iTunes Top Songs в 48 странах, включая США, Канаду, Францию, Германию и Мексику. Трек удерживал первое место в чарте iTunes Top Songs в США 3 дня подряд, а также оставался на втором месте в чарте Великобритании. Альбом Чангука «Арирэнг» в версии Orchid был распродан в американском ритейлере Target в 4-й раз, что сделало его первым участником группы, добившимся такого результата. Он также был распродан в американском Weavers Shop и BTS Store, а также во время 3-го раунда предварительных заказов в китайском Пинке. Первым он был распродан в европейском ePurple и австралийском Heart Popos. За этим последовали распродажи в различных других странах, включая канадский Sunrise Records, французский Fnac, британский HMV, ирландский Golden Disc, датский eMusic и немецкий Mediamarkt. Таким образом, Чангук продемонстрировал такую мощь продаж, что его можно назвать королем распроданных альбомов. Любимые взаимоотношения между сыном и папой. Чон Джи Хён в сторис Instagram репостнул пост фаната. Мировая звезда, которая привезла кимчи, приготовленное бабушкой, и крабы в соевом соусе от тети, аккуратно упакованные в контейнер со льдом. Ну что это вообще такое? Величайший айдол, который рассказывает о том, как вытирал слезы в дни стажерства так живо, будто это было вчера. Ну что это вообще такое? Человек, который роется в своих вещах, достает любимые предметы, набитые в сумке, и по одному раздает их в качестве подарков. Ну что это вообще такое? И среди всего этого еще и практичность, не забыть попросить вернуть контейнер для кимчи. Ви – парень с невероятной историей роста, выросший в любви всей своей семьи. Я фанатка BTS и поддерживала Ви, и снова восхищаюсь своим выбором. Человек, который искренний и при этом скромный, невозможно не любить. Невозможно не считать его очаровательным. Каждый момент наполнен деталями, поэтому невозможно упустить хоть что-то. Контраст между свитером, надетым поверх рубашки, застегнутой на все пуговицы, и закатанными рукавами, открывающими мышцы, вены и здоровый тон кожи – это пересечение мальчишеского и сексуального. Думая о том, стал ли он успешным благодаря такому мышлению или приобрел это мышление благодаря успеху, я в итоге пришел к мысли, удивительно, что прямо сейчас у него есть такое отношение к жизни. Парень с большими глазами.
Поупаноут включил Тэхёна в подборку к поп-айдолов мужчин эльфийского типа. Они словно вышли из сказочного мира. Тэхён, благодаря своим поразительным чертам лица, получил от поклонников прозвище «Красавчик». Его привлекательная внешность просто неотразима. Особенно притягательны его глаза, иногда нежные, иногда глубокие, идеально демонстрирующие неземное очарование. Это качество не только напоминает принца из другого мира, но и идеально сочетается с таинственной аурой энергичного человека, неудивительно, что он мгновенно очаровывает. Живая легенда. BTS возвращают Run BTS спустя 3 года с новым сезоном. Фирменный самопроизводимый контент готовится вернуться после 3-летнего перерыва. Участники выпустили тизер-видео на своем официальном YouTube-канале, ознаменовав возвращение проекта примерно через 3 года после последнего специального эпизода в 2023 году. В ролике участники проводят встречу по планированию контента перед полноценным запуском шоу. Обсуждая быстро меняющиеся тренды, они предлагают разные идеи, подогревая интерес к будущим выпускам. Это главное развлекательное шоу BTS, которое выходит уже около 10 лет с момента старта в 2015 году. Игры и миссии раскрывают озорное обаяние участников и давно любимы фанатами по всему миру. Это подтверждают и цифры. С 2015 по 2021 год вышло 155 эпизодов, собравших около 140 миллионов просмотров на YouTube. Ожидается, что благодаря расширенному масштабу шоу предложит новый способ взаимодействия с фанатами и еще сильнее повысит ожидания. Чувствую, скоро вернется тот самый Чангук из Run BTS, абсолютно не умеющий проигрывать. Я на коленях перед этими величественными ногами. Свобода и любовь. Новая эра Бандан Тэхёна – это буквально самая сексуальная вещь на данный момент. Почувствую разницу. Автор видео подписал «Разница, но тут опыт». Любуемся, восхищаемся.
Привычка Чангука утыкаться головой в плечо, когда его обнимают. Это слишком мило для этого мира. BTS поделились своими искренними мыслями о своем первом месте через свое агентство Big Hit. Мы добились великой чести, заняв первое место в чарте Billboard с альбомом, выпущенным после долгого ожидания в течение 3 лет и 9 месяцев. Мы глубоко благодарны фанатам, которые всегда посылали нам безграничную любовь и поддержку, а также всем, кто слушал нашу музыку и делился своими чувствами. При подготовке к новому альбому мы размышляли о том, как запечатлеть универсальные эмоции, с которыми многие люди могут себя ассоциировать. Заглавный трек «Swim», который представляет это, песня, которая побуждает нас продолжать двигаться вперед до конца, даже несмотря на трудности. Мы надеемся, что эта песня принесла немного мужества и утешения многим людям по всему миру. Мы благодарны за вашу непоколебимую веру и поддержку на протяжении многих лет, и мы отплатим вам искренней музыкой. Когда вы проводите много времени вместе. Баон Гуен в Instagram. Вот отрывок из выступления BTS с песней Swim в фильме The Return. Финальное исполнение этой песни всегда должно было создавать ощущение триумфального возвращения. Песня звучит фрагментарно на протяжении всего фильма, поэтому было важно, чтобы в конце зрители наконец смогли услышать ее полностью. Весь документальный фильм ведет к тому моменту, когда BTS снова соберутся вместе как семерка, и это выступление должно было передать это ощущение. С самого начала фильм пытается показать эту главу через их взгляд, не только через личные сцены, но и через их собственную точку зрения с помощью видеокамеры. Вот почему было важно начать фильм с того, как Чангук держит телефон, снимая себя на пляже, и закончить тем, как Чангук говорит «стоп». Для меня это создает рамки фильма, которые говорят об их активной роли в истории и их контроле над точкой зрения. Первые и последние кадры очень важны, и это было сделано намеренно. Нам также понравилась идея снять финальное выступление вместе, хорошо знакомым фанатам, репетиционной комнате «Хайп», но сделать это так, чтобы оно выглядело немного более кинематографично и возвышенно. Я все думал о плавании, как о постоянном движении, поэтому камера делает круговое движение. В какой-то момент я подумывал сделать это одним дублем, но в итоге мне понравилось, что оно не должно быть слишком плавным. Часть истории песни – это борьба за ее создание, остановки и начало, моменты, когда они почти топтались на месте в творческом плане. Так что смены кадров тоже стали частью этого ощущения. А начало также является небольшой отсылкой к одному из моих любимых музыкальных фильмов «Stop Making Sense». Смотрите полную сцену в фильме BTS The Return. Второе место. Это так интимно. Тэхён почти не выдержал такого соблазнения. Этот вид фото Тэйкук.
Первое место. Ревность вошла в чат. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.